Всем привет! Продолжаем вязать нашу сумочку. Сегодня нам остался последний этап. Наконец-то мы будем делать шлейку. Я покажу вам два варианта шлейки, а вы можете выбрать, какой вам удобнее. Или даже скомбинировать два варианта. Первый вариант шлейки. Вот такая плечевая вставка с колечками, витой шнур, вставлены деревянные кольца, продета шлейка вот здесь. И на концах два кончика держатся деревянной бусиной. Плюсы этой шлейки в том, что она проще и быстрее делается. Но минусы, как я считаю, в том, что она практически не регулируется по длине. Да, немножко вот здесь есть зазор сантиметров 5. И мы можем вот этот шнур аккуратно по частям вытащить вот сюда и шлейку удлинить. Но эта разбежка минимальна, то есть это примерно от 75 до 85 длина шлейки. Такая разбежка номинальная. И кроме того, вот эти хвостики внизу как раз таки красиво смотрятся, именно когда они небольшие, сантиметров 5. Если вы захотите шлейку укоротить для ребенка и вытащить сюда эти хвостики, да, конечно, вы ее укоротите, но длинные хвостики будут выглядеть уже не так симпатично. Поэтому я считаю, что вот этот вариант шлейки – это вариант практически без регулировки длины. То есть, если вы, например, сумочку шьете для своей дочки или внучки, вы можете примерить на нее, сделать, какая шлейка ей удобна, сделать вот этот небольшой 5-сантиметровый запас, и как бы все. Плохого в этом, конечно, ничего нет, но если вы хотите шлейку, которая может изменить свой размер от 50 до 150, то эта шлейка не для вас. Второй вариант шлейки – это вот такая. Здесь я вставляла серебристые металлические кольца. Основное ее отличие вот в этой плечевой вставке. Смотрите, видите, у нее с двух сторон болтаются хвостики. Так вот, это хвостики регулировки. Вы можете эту шлейку регулировать практически, меняя длину в 2 раза. То есть вы можете сделать ее 60, например, сантиметров, а можете эти хвостики укоротить. Видите, хвостик уходит. Укоротить и сделать ее 120 сантиметров, например, или даже 130, если до предела их вытащить. Вот. Здесь немножко поправляем. И вот у нас удлинилась шлейка. Это очень удобно, достаточно быстро регулировать таким способом. И кроме того, вот эти хвостики, как раз таки на таком типе шлейки, уже выглядят гораздо симпатичнее на любой длине. То есть они и коротенькие, мило смотрятся, и длинные почти до кольца. Если их вытащить, они будут длинные болтаться, но они все равно будут выглядеть симпатично. Так что, если вам нужна шлеечка с регулировкой, причем с большой разбежкой, то вот этот вариант как раз для вас. Я вязала ее бежевыми ниточками, только вот здесь остаток коричневой пряжи использовала для обвязки соединения двух деталек. Вы можете вязать вот эти плечевые вставочки любым цветом пряжи, какой у вас остался. И на первом варианте шлейки, и на втором варианте шлейки, неважно. Вы можете ее связать, например, красным цветом под цвет носика. Тоже неплохой вариант. То есть, скажем так, плечевая вставочка на обоих вариантах шлейки вяжется из остатков пряжи, которые у вас есть. Если у вас пряжа в запасе, вы можете подобрать что-то, что вам нравится по вашему вкусу. Давайте начнем с крепления колец. На второй сумочке я решила прикрепить по 2 колечка. То есть я прикрепляла их в каждом 6-м и 7-м столбике без накида. На первой сумочке я ставила по 1 колечку и прикрепляла их в каждом 7-м столбике без накида. Начинать крепление колец нужно с угла, чтобы попасть более-менее в его центр, а потом уже отсчитывать 6-й, 7-й столбик, 6-й, 7-й, 6-й, 7-й. У вас получится для первого варианта шлейки вот здесь по бокам крепятся 5 колец, то есть вот до сюда.
с одной стороны, с другой стороны. Для второго варианта шлейки нужно прикрепить кольца практически по всему периметру. Я начинала с вот этого угла и начинала с вот этого угла. И отсчитывала нужное количество столбиков. Поэтому у меня вот в центре здесь получилось чуть длиннее расстояние, но я здесь посередине уже колечко не вставляла. Здесь оно, в принципе, не так уж необходимо, но, как мне кажется, вот так оно красивее. Не делала здесь еще одно кольцо. Вы для второго варианта шлейки тоже можете по одному колечку вставлять. Вставлять два совершенно не обязательно. Но у меня была целая пачка колец купленных, и я решила, почему бы и нет, мне понравилось. Еще такой момент, кольца подбирайте визуально по размеру, потому что у всех производителей они почему-то разные по диаметру. У них может стоять одна маркировка, например, все производители пишут 6 мм, но при этом у каждого производителя реальный их размер будет разный. У меня старые колечки были 6 мм. Когда они у меня закончились, я заказала новые, тоже 6-миллиметровые, но они пришли совершенно крохотные. Пришлось возвращать и заказывать 7-миллиметровые. Вот эти 7 мм, например, у этого производителя получились. Поэтому ориентируйтесь где-то от 6 до 8 мм. Желательно купите их визуально в магазине где-нибудь, где вы можете вживую их посмотреть, оценить их размер и тогда их взять. Потому что, как оказалось, вот существует такая проблемка. Заявленные размеры не соответствуют реальности. Вот так колечки выглядят. Первым делом нам нужно их разжать по вот этому отверстию. Обычно я разжимаю, используя просто пальцы и ногти, но данные колечки оказались довольно жесткими, поэтому я буду разжимать их, используя плоскогубцы. Разжимайте не в стороны, а по вертикали, вот так. Так нам будет проще их вставлять и зажимать обратно. Нам нужно 2 таких разжатых колечка. Берем нашу сумочку. Вот у нас отмечено место, где должны быть наши кольца. Булавочки не убираем. Берем колечко и, придерживая булавочку, вдеваем его на нужное место. Вот только теперь булавочку можно убрать. Когда колечки мягкие, я опять же соединяю их обратно обычно руками, но эти жесткие придется брать плоскогубцы. Вот у нас одно колечко вдето. Точно так же вставляем второе колечко. Опять же, не вынимая булавочки. Так нам будет гораздо удобнее. Вставили и второе колечко. Колечки мы вставлять научились. Для каждого варианта шлейки вставляется свое количество колец на нужных местах. Теперь давайте подробно рассмотрим, как делается первый вариант шлейки и как делается второй. Для первого варианта шлейки нам понадобится, естественно, немного пряжи, чтобы связать вот эту плечевую вставку. Понадобятся колечки серебристые дополнительно, чтобы здесь их вдеть. Понадобится витой шнур черного цвета. Его длина приблизительно метр. Один и второй. 2 колечка, можно деревянные, можно металлические, это не принципиально. 2 крупные бусины, причем с большим отверстием. Если у вас бусины деревянные, то это отверстие можно немножко расширить, выпилить его пошире. Если бусины вы подбираете металлическую, то смотрите сразу, чтобы у нее было широкое отверстие, иначе вы 2 шнурочка своих не сможете туда затолкать. Еще такой лайфхак. Для данной шлейки вот эти вот шнуры, они
Во-первых, достаточно толстые. Во-вторых, у них очень сильно треплются концы. Чтобы их продеть в кольца и здесь, и вот здесь, на плечевой вставке, можно использовать один лайфхак. Я вам покажу на примере ленточки. Шнурочка у меня не осталось. Конец ленточки обмотайте скотчем и сформируйте вот такой острый кончик. Таким лайфхаком можно вдевать ленты или шнуры даже в более узкие отверстия. Вот благодаря такому концу, во-первых, не треплются вот эти концы самой ленты или шнура. Во-вторых, он такой остренький, гораздо более узкий, чем основная часть, и его удобно продевать в колечки. А теперь давайте я вам более подробно расскажу, как связать вот эту вставочку для плеча. Данная вставочка на плече вяжется на 60 петлях, то есть набираем 60 петель, одну петлю подъема и вяжем наш овал, длинненький такой. Пример я вам покажу на коротеньких. Вот здесь я набирала 20 петель плюс 1 петля подъема. Вот это наружная часть, верхняя. Здесь я вязала вставочку, первых 2 ряда коричневой пряжи, потом за заднюю петлю вязала 1 ряд бежевой пряжей. То есть 3 ряда первых по схеме. Вот это нижняя вставочка, полностью из бежевого цвета, первых 3 ряда по схеме. Следующий ряд — это ряд объединения. Мы набираем петлю подъема для начала. Потом будем объединять. При объединении надо захватывать 2 петли с верхней части и только 1 петлю с задней части. Чтобы провязать первый столбик, выравниваем, ориентируясь на прибавки, которые у нас здесь есть, чтобы все ровно было. Следующий ряд начинается с прибавки. Потом вяжутся столбики без накида. Опять же, мы захватываем 2 петли с верхней части и 1 только петлю ближнюю к вам со второй части. Вяжем столбики без накида. Вот мы провязали. Проще всего ориентироваться как раз таки не на подсчет столбиков, а на вот краевые. Ориентироваться на прибавки в нижних рядах, где они были, тогда смотреть на схему и видеть, где у нас должны быть следующие прибавки. Вот мы видим, что в 3-м ряду прибавки были вот здесь по краям. В следующем ряду у нас прибавка должна быть 1 вот здесь, потом 2 петли и прибавка. Значит, мы провяжем еще 2 столбика без накида вот здесь. Теперь прибавка. 2 столбика без накида. Прибавка. И далее опять вяжем столбики без накида до следующего места прибавки. Провязали до следующего места прибавки, провязываем вот сюда прибавку. Столбик без накида. Все, мы довязали наш ряд. Можем его закрывать. Следующий ряд, опять же по схеме, покажу вам. Петля подъема, 3 столбика без накида. Прибавка. Далее вяжем столбики без накида. Опять же, как я и говорила, проще не считать столбики, а ориентироваться на прибавки в предыдущем ряду. Довязали до нужного места, прибавка. 3 столбика без накида, прибавка. 3 столбика без накида, прибавка. И опять же столбики без накида до следующей прибавки. Прибавка, 3 столбика без накида и последний столбик без накида в основании петли подъема, чтобы сформировать прибавку. Готово, довязали. Все, это наш последний ряд. Можно обрезать ниточку и закреплять ее. По итогу у вас получается вот такая деталька примерно. Только у вас она будет гораздо длиннее, в 3 раза. Но примерно вот такая. Давайте еще раз взглянем на шлеечку. Вот у вас деталька провязана. Вы отступаете 2 ряда от края и в 3-м ряду вставляете колечки. Колечки вставляются на расстоянии примерно 10-11 столбиков без накида. Их 6 штук. 6 с одной стороны, 6 с другой стороны.
Можете вставить большее количество колечек, если хотите, но меньше не нужно. Как вы видите, даже 6 колечек — это уже предел, потому что видно, что шнурочек немножко начинает из них выползать. Поэтому большее количество разрешено, меньшее нет. Когда все колечки вставлены, вы берете наши шнуры, каждый по метр длиной, и вставляете, продеваете в эти колечки. Потом на расстоянии где-то 15-20 сантиметров вы раскручиваете шнуры, если, конечно, хотите вставить сюда кольца, раскручиваете их, вставляете колечки, закручиваете их обратно. И потом уже эти хвосты продеваете сюда в кольца. Продеваете и снизу объединяете два кончика на вот такую бусину. Не забудьте закрепить, естественно, клеем. Даже если шнуры входят туго и вам кажется, что они хорошо держатся, все равно понадобится клей, потому что нагрузка идет на них большая, когда вы пытаетесь за них дергать, регулировать шлейку. Поэтому клей здесь необходим. Кстати, насчет регулирования шлейки. Сама шлейка здесь держится очень надежно. Она сама просто так не вытащится, даже под воздействием большого веса, если вы туда в сумку запихнете кучу всего тяжелого. Но при этом регулировать ее возможно. Просто надо вот так вот аккуратненько по кусочкам доставать, придерживать колечки и вот так ее удлинять или наоборот укорачивать. То есть это вполне реально. Но, как я и говорила, у этой шлейки самый такой большой минус — это то, что регулирование все-таки довольно малое. Так что давайте перейдем ко второму типу шлейки. Для второго варианта шлеечки нам понадобится опять же связать вот такую вставочку. Об этом я вам буду рассказывать, как ее вязать. Во-вторых, нам тоже понадобятся шнурочки. Но, например, вот эти шнурочки я вязала сама. Это шнуры на 2 петлях. Мы такие уже не раз вязали. Я вам оставлю ссылочки в описании на мастер-классы, где мы тоже использовали вот такие шнурочки, вязали их. Там более подробно показано. Я оставлю вам ссылочки. Здесь нам понадобится 2 шнура по 95 сантиметров и один, вот этот нижний, 140 сантиметров. Он тоже должен быть достаточно толстенький. Я когда вязала, мне толщины обычной пряжи не хватило. Они мне казались слишком какими-то тонкими, поэтому я к своей пряже добавила еще ниточку ириса. Тогда шнурочки получаются более толстенькие. Вы тоже можете так сделать, добавить ниточку ириса или какой-то другой пряжи подходящей толщины. Просто свяжите кусочек шнурочка, проверьте, он достаточно для вас толстенький или недостаточно. Он должен быть такой толщины, чтобы в принципе достаточно легко входить вот в колечки, в их диаметр, но при этом плотно в этих колечках сидеть. Также понадобится немножко симпатичных небольших бусинок или подвесок вот для этих кончиков. Естественно, кольца. Тоже можно металл, можно дерево взять, что вам больше понравится. Давайте начинать. Я вам подробно покажу, как вязать вот эту плечевую вставку и как потом вдевать шнур. У второго вида шлейки немножко другая плечевая вставка. Она вяжется все по той же схеме овала, но здесь все 5 рядов вяжутся и на верхней, и на нижней частях, а потом они объединяются соединительными столбиками и оставляются отверстия вот здесь для шнурочков. Все это я вам сейчас покажу тоже на небольшом примере из 20 петелек. Вот я провязала 2 одинаковые детальки, 2 небольших овальчика. Как вы видите, у меня здесь уже есть метки. Я пометила наше объединение деталек. Я сориентировалась на прибавки в этих местах и немножко отступила, потому что начинать обвязывание удобнее, немножко отступив от края. Не на самих краях, а вот немножко отсюда или отсюда от серединки. Теперь наша задача объединить 2 детальки. Вот это у нас будущая верхняя деталька, вот это нижняя деталька. Вот у нас метки соответствующих петелек. Мы захватываем одну петлю с верхней части, вторую петлю с нижней части. Берем нашу коричневую ниточку, располагаем ее за вязанием,
Захватываем, вытаскиваем нашу первую петельку. Самое сложное — это несколько первых стежков. Пока еще детальки вот так разрознены, это сложнее. Опять захватываем петельку с внешней части, захватываем с нижней части. Наш первый соединительный столбик провязан. Опять с верхней части, с нижней части. Второй соединительный столбик. С верхней, с нижней. Ниточка всегда за работой. Не перекиньте ее случайно наверх. Еще один соединительный столбик. Вот так у нас объединяются две детальки. Такое объединение нужно провязать вот до сюда примерно. Здесь у нас будут отверстия. Вот я довязала до верха. Здесь у нас должно быть первое отверстие. Как сориентироваться, где это отверстие находится? Ориентируйтесь на вот эти прибавочки. То есть вот мы их объединили и вот эту объединили. А далее у нас отверстие должно быть идти на следующих двух петлях. Там, где у нас отверстие, мы провязываем соединительные столбики только по верхней части. То есть вот по этой. Вот это у нас верхняя. Провязываем один соединительный столбик и второй соединительный столбик. Видите? Далее опять нужно объединять. Захватываем петлю с верхней. Здесь не забудьте 2 пропустить петельки. Захватываем, объединяем. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот у нас здесь отверстие, здесь 5 объединительных, здесь снова отверстие. Снова провязываем 2 соединительных вдоль только верхней части. И опять начинаем объединять аж до следующего края, аж вот до сюда, где у нас очередные будут 2 отверстия. Вот я довязала до следующего отверстия. Опять же, как и в прошлый раз, ориентируемся на прибавочку вот здесь. Вот мы здесь объединили петельки, следующие петельки у нас отверстия. Еще такой момент, внимание. Пока вот здесь достаточно места, я закрепила вот этот хвостик внутри. Я его протянула между столбиками и обрезала. Потому что когда мы уже до конца довяжем, он нам будет, во-первых, мешать, во-вторых, закреплять его будет неудобно. Так что пока у вас здесь большое отверстие, закрепите вот этот хвостик, спрячьте его и обрежьте. Теперь провязываем наше следующее отверстие. 2 соединительных столбика по верхней части. Опять объединяем. Вот 5 соединительных столбиков объединения. Опять формируем отверстие. 2 соединительных столбика. И далее провязываем объединение до конца. Вот я довязала, обрезала ниточку, вставила ее в иголочку. Нам нужно красиво закрыть этот ряд. Поэтому мы сформируем вот здесь недостающую петельку. Примерно вот так. И заодно я продела между столбиками немножко вперед хвостик. Нужно его еще немножко закрепить. Красота! Вот у нас деталька готовая. И у нее по 2 отверстия вот здесь на кончиках. Теперь еще такой момент. Чтобы наши шнурочки крепче держались вот здесь, нам вот этих отверстий узеньких недостаточно. Нам еще нужно проложить мононитью, чтобы ее не было видно, между 2 и 3 рядом, вот здесь, шовчик. Как раз для того, чтобы наши шнурочки плотнее друг к дружке прилегали внутри и сложнее двигались внутри плечевой вставки. Вот я проложила шовчик, его совсем не видно, но он здесь есть. Остается такой вопрос, как нам вдеть вот в эти узкие дырочки и протянуть сюда шнуры, причем 2. Один нужно направить с этой стороны, второй наоборот, с вот этой стороны. Для того, чтобы вдеть шнур, нам понадобится нечто длинное и гладкое.
например, стержень. Или вот еще длинная шпажка. Только направлять ее надо будет вот этим тупым концом внутрь, не острым. То есть нам нужно нечто длинное, гладкое и с тупым кончиком. Суть в том, чтобы вот сюда прикрепить наш шнурочек. Шнурочки у нас вязаные, поэтому у нас есть хвостики, которые можно либо привязать, если есть к чему привязывать, конечно. На стержне, например, есть к чему привязать. Если не к чему привязать, нужно его вот здесь примотать скотчем. Причем примотать достаточно надежно, чтобы он не сползал с гладкой шпажки. И проталкивая саму шпажку, мы затянем сюда шнур. Точно так же, когда один шнур затянут, мы с обратной стороны затянем зеркальный к нему. Вот наша верхняя часть шлеечки. Наши шнурочки. Вот один прикреплен к колечку. Вот идут его хвостики. Один выходит сюда, второй выходит вот сюда. Вот он примерно 95 сантиметров. И второй такой же хвостик, тоже 95 сантиметров. Вот его кончик. Благодаря такому механизму можно регулировать длину шлейки. То есть можно ее сделать подлиннее, вытащить. Вот так, например. Здесь немножко поправить плечевую вставочку. И вот у нас шлеечка удлинилась. Причем эта разбежка длины шлейки достаточно весомая. Теперь нашу верхнюю часть нужно объединить с нашей нижней частью, фактически прикрепить нашу шлеечку к сумочке. Как это сделать? Мы берем наш нижний шнур, складываем его, причем сложите так, чтобы один хвостик был короче, а второй был гораздо длиннее. Здесь не принципиально, насколько большая разбежка, мы потом все это отрегулируем. Просто приблизительно, на глаз. Просто чтобы изначально не менять размер. Теперь крепим наш шнур к колечку. Вот и мы прикрепили. Ничего сложного. Теперь будем вдевать наш шнур в кольца на нашей сумочке. Вот мы аккуратно положили. Здесь у нас коротенький хвостик, здесь у нас остался длинный хвостик. Начнем с длинного хвостика. Вот у нас идут кольца. Здесь по задней стороне, здесь по передней стороне. Вот сюда мы начинаем вдевать наш шнур. Можем вдевать просто крючком. Вот я продела наш шнур. Продела уже и коротенький, вот сюда до серединки. Дальше не нужно его продевать. И продела наш длинный. По всему периметру вот вылез его хвост. Когда вы будете продевать, ваш шнур будет сильно перекручиваться. Он будет крутиться. Выровняйте его. Нам не нужно, чтобы он тут крутился. Выровняйте, чтобы он красиво лежал. Так, теперь, в чем у нас загвоздка? Смотрите. Вот здесь мы легко присоединили наш нижний шнур к колечку, потому что у нас оба хвостика были свободны и никакой проблемы не возникало. А вот здесь проблема у нас уже возникает, потому что хвостики уже все, они уже затянуты, они уже свободно у нас не болтаются, мы не можем их сюда задеть. А нам нужно их продеть и сформировать такой же узелок красивый. Как это сделать? Берем наш хвостик. Продеваем его в кольцо, вот так вот сверху вниз. Вот. Теперь перекидываем его сюда, вот так. Вдеваем в кольцо снизу, вот так. И протягиваем этот хвостик вот в эту петельку. И у нас формируется точно такой же узелок. Ничего сложного на самом деле в этом нет. Нужно просто логически понять, как это. Если вы с первого раза не поняли, промотайте, посмотрите еще разочек. Думаю, у вас получится. Маловатый у нас здесь остался хвостик. Я немножко его удлиню. Вот так. Вот так. Вот, теперь наш хвостик. Нужно дальше продевать вот в эти колечки и вытащить его вот здесь. Все, хвостик вдет в колечки. Осталось у нас тут два хвостика. Теперь нужно их сшить вместе. Так вот, желательно максимально аккуратненько соединить два хвостика.
А вот эти концы, ниточки, спрятать внутри шнурочков и обрезать. Смотрите, я сшила 2 шнурочка. Очень аккуратно у меня получилось, даже практически не видно, где там это соединение. Но в любом случае оно у нас будет внизу. Мы можем его даже вот немножко сюда сместить, чтобы оно под колечками было, прикрывалось ими. Так, вот у нас здесь этот длинный кусок. Нужно его перераспределить. Вообще всю шлейку нужно сейчас выровнять. Она у нас вся объединена. Теперь нужно ее подровнять. Вот здесь все вот это легко освобождается, да, смещается, как вы видите. Поэтому перетащите все в нужные стороны, выровняйте шлеечку. Вот все готово. Я подровняла. Вот у нас колечки примерно на одинаковом теперь расстоянии. Второй вариант нашей шлеечки готов. Все, мы наконец-то закончили нашего олененка. Связали очаровательнейшую сумочку, все в ней оформили. Надеюсь, у вас все получилось. Делитесь в комментариях, как у вас успехи. Получилось, не получилось, сколько штук связали и успели до Рождества. Мастер-класс этот был очень большой, очень информативный, очень много сил и времени я в него вложила. Поэтому я очень надеюсь на вашу благодарность, на ваши лайки, комментарии. Поддержите меня, пожалуйста, потому что я так устала, что у меня мысли, я никогда больше в жизни не буду снимать такие огромные мастер-классы. Вот. Но я, конечно, посмотрю, если от вас действительно будет отдача, если вам понравится этот мастер-класс, то со временем появится что-нибудь еще такое же большое, интересное и симпатичное. Еще напишите мне, пожалуйста, в комментарии, какая из шлеечек вам более понравилась, какую вы в итоге сделали. Мне на самом деле вот этот второй вариант нравится больше. Я бы здесь, возможно, вставочку другого цвета связала, докупила пряжи, сделала бы здесь коричневые вставочки, чтобы она посимпатичнее выглядела. Но сам вот этот механизм мне очень нравится, особенно для деток, прям здорово. Отрегулировал быстренько, поправил, и сумочка уже с другой длиной шлейки. На сегодня это все. Мастер-класс наш закончен. Всех поздравляю. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.